Вернемся на Острос. Туда, где я оставил Желтого перед поездкой на острова. На Остросе я познакомился с Павлом, замечательным парнем из России, который живет в Азии уже несколько лет, подрабатывая то тут, то там диджейством. Именно он ненадолго стал моим проводником в этой стране. Я благодарен этому знакомству, потому что он стал одним из тех, кто показал мне другую, не туристическую Камбоджу. Рассказал много всякой внутренней кухни и показал различные необычные места. Почему мы это делаем ночью? У меня не получается снять хорошее видео про это. Подробности про то, как я попал с ним на плантацию с марихуаной, смотрите предыдущую серию про Камбоджу. С Павлом мы и отправились после Сиеноквиля в город с необычным названием Кампот. По дороге в Кампот мы переночевали в замечательном поселке с бунгало, где все живут буквально на деревьях. Такая вот домушка стоит $2.50 за ночь. Стены там весьма условные, через которые проникает любая живность. И так как все это расположено прямо у реки, здесь очень много насекомых. И именно поэтому все спальные места здесь накрываются москитной сеткой. А ползающая мелкая змея на полу или привычный уже азиатский геккон здесь, видимо, уже никого не удивляет. А в этом кемпе вообще царит полное умиротворение. И те немногие жильцы, кого мы там встретили, были абсолютно на своей волне. Так что на мгновение показалось, что нам тут не рады. И все только ждут, пока мы покинем их этот маленький, скрытый от людских глаз мирок. К шуму жужжащего вентилятора, который пытался всю ночь нас спасти от жары, примешивался еще и нескончаемый стрекот жаб. Именно тех, которых тут так любят фаршировать и жарить местные. Поэтому, жутко не выспавшиеся, мы на скорую руку позавтракали и двинули дальше. А это статуя в честь короля фруктов – дуриан. Он является символом города Кампот. Такой вот каламбур. О том, как я попробовал этот страннейший вкус с чудовищным запахом, можно посмотреть в моем выпуске про Малайзию. Здесь же, в Кампоте, я набрел на замечательный блошиный рынок, где проторчал несколько часов и ушел не с пустыми руками. Я сейчас нахожусь в японском секонд-хенде, который находится в городе Кампот, Камбоджа. Здесь невероятное количество клевых штук. Посещение местных барахолок во время путешествия – один из любимейших ритуалов у меня в поездках. С детства люблю поковыряться в таких вот вещах. Даже не буду ничего здесь говорить про энергетику этих мест. Это просто увлекательно. Чувствуешь себя чем-то средним между археологом и сыщиком. Особенно в таких местах меня интересуют необычные чайные ложечки, которые я коллекционирую и которых у меня уже более 1000 штук. Помните, я как-то уже рассказывал про это свое хобби. Не ушел я и отсюда с пустыми руками. Я знаю, что все противники пластика сейчас меня просто возненавидят, но я не могу этим не поделиться. Вот в Азии все очень много пьют из-за большой жары, и поэтому распространены вот такие маленькие целлофановые пакетики для одного стакана. Это рисовая кашка. Рисовая кашка? Да. Заготовка. Сжигают огонь в Камбодже, берут такой орешек, бьют его так. И вот это, вот, видимо, смола, она очень хорошо горит. Вот чем прекрасно путешествие, на каждом шагу буквально ждут новые открытия. И даже банальный завтрак с рисовой кашкой может обернуться новыми знаниями и впечатлениями.
Город Компот, как ни странно, мне понравился. Есть в нем какие-то правильные вибрации. Да, также пыльно, грязно и бедно, но как-то по-другому. Здесь как-то спокойнее, что ли. Нет вот этого непонятного ощущения, как в Пномпене, и тем более Сиануквиле, что сейчас вот-вот одно неверное движение и что-то случится. Там отовсюду веет тревогой и опасностью. А в Компоте хорошие люди, да и вообще хорошо. Отдельно бросилась в глаза архитектура. Был в ней какой-то легкий колониальный флер. Но пора было возвращаться в столицу. Решил заехать еще раз в таможенный орган и ликвидировать накладку, которая у меня получилась с датами, с документами. Дело в том, что согласно таможенной декларации мне нужно вывести машину уже 16 числа, а я хотел бы еще задержаться во Вьетнам, съездить дня на 4. Вот, я просто могу не успеть. Вот. И вьетнамское посольство тоже нужно будет заехать, потому что виза у меня там до 13 мая. Сегодня уже 10, и за 3 дня никак не успею. Поэтому мне нужно будет продлить сейчас и вьетнамскую визу, и нахождение машины в стране. Ну вот мой бампер спас меня уже во второй раз. Товарищ прижался и нашел себе всю краску. Несмотря на то, что до сезона дождей было еще далеко, в какой-то момент на Пномпень обрушились ливни. Лило, как из ведра, несколько суток. И знаете, мне это оказалось даже на руку. Последние несколько месяцев были такими насыщенными на события, что голова и психика оказались просто перегружены новой информацией и эмоциями. В такие моменты я обычно запираюсь в номере с кучей еды и безлимитным интернетом и не выглядываю даже в окна, занимаясь своими делами. Что-то читаю, смотрю фильмы, пишу заметки, созваниваюсь с близкими и друзьями. Это нужно устраивать себе периодически, чтобы не выгореть, как глоток воды между глотками кофе, чтобы оставлялся ярким вкус. Здесь же у меня вообще сложилось все удачно, так как я жил в гестхаусе, на первом этаже которого был супермаркет. Я нашел для себя идеальное логово. Мой внутренний ребенок ликовал. Здесь я решил вам прорекламировать свой Инстаграм. Выпуски на YouTube – дело сложное и долгое, выходят всегда с большой задержкой. А в Инстаграме я каждый день. Следить за сторизами, когда я в поездке – это увлекательный сериал в настоящем времени. Сторизы я люблю и вкладываю в них прям душу. Поэтому не поленитесь и найдите ссылку на мой профиль под выпуском. И тогда мы с вами будем всегда на связи, неважно в какой части планеты я нахожусь на сегодняшний день. Я в Камбодже, конечно, уже практически все видел, но я еще не видел, чтобы мотоцикл ехал с прицепом, и там в мангале горел огонь. Вот он где, настоящий азиатский колорит. Вся Юго-Восточная Азия буквально кишит такой вот невиданной техникой. В какой-то момент мне стало интересно в ней разобраться,
и я решил для вас снять небольшой обзор на такие необычные тук-туки и фирменные камбоджийские мотоповозки с каретами. Обязательно найдите этот выпуск у меня на канале. Уверен, вам точно будет интересно. Дружище, нужен тук-тук? А вот и мой ежевечерний ужин в Пномпене. Мясо барбекю с рисом. Приправа к нему полагается очень специфическая. Смешивается соль с перцем и сбрызгивается все лаймом. Эх, каждый раз текут слюнки, как попадаются эти кадры на глаза. И всего $2. Помните, я вам обещал как-то рассказать про местное лакомство – рис в бамбуке на костре. Вот сейчас самое время. Вот так выглядит этот десерт, если его покупать в кафе или в ресторане. А вот так его продают на улицах местные торговцы. Прям как у нас раньше бабульки беляши продавали. Неожиданно очень вкусно. Смотрите, какую интересную штуку прикупил у уличных торговцев. Это называется sticky rice, сладкий рис. Внутри этого бамбука сладкий рис, приготовленный на костре с бобами. И он запечатан таким вот банановым листом. А вот это вот довольно опасная улица. Здесь даже все магазины, они вот сейчас работают, просто они работают через вот такие решетки. Здесь скупают краденое, и здесь очень часто обворовывают. Я сейчас нахожусь на центральной площади Пномпеня, рядом с Королевским дворцом. И здесь, конечно, невероятное количество местных, которые гуляют со своими семьями. Они на пикниках, с едой, с детьми. Очень много народу. О, а вот про это хотелось бы рассказать отдельно. Очень меня это впечатлило. Правда, встречал я это только в столице. То тут, то там, на площадках и набережных периодически появлялись бодренького вида мужички с теннисными повязками на головах и большими колонками в обнимку. Они ставили их, включали на полную и начинали активную зарядку. Тут же к ним присоединялись десятки людей. Видимо, они знали и место, и время. И это такое коллективное спортивное развлечение. Выглядит очень замечательно и драйвово. Разок даже и мы с друзьями к ним присоединились после встречи рассвета очень рано утром. Вообще, местами Пномпень выглядит очень по-европейски. Правда, очень локально и очень местами. И турист, прибывший сюда на пару дней, чтобы поставить галочку, конечно же, совершенно неправильно истолкует всю эту цивилизацию, улыбки и вежливость. Все же, в основном, Камбоджа это совсем про другое.
Люблю такие моменты. Живешь себе, живешь в чужой стране, а потом раз, и в один миг все преображается. Начинается какой-то праздник. Так получилось и в этот раз. И мне позже пришлось гуглить причины такой красоты. Это красивый буддийский праздник Виса Бачеа. В этот день, согласно легенде, родился Гаутама Будда. И в этот же день наступило его просветление и смерть. Я к своему стыду не знаю, что это за праздник такой в Камбодже сейчас, но здесь весь народ высыпал на центральную площадь рядом к Королевскому дворцу. И здесь очень много семей с детьми, пикники и гуляют, очень много народа. Пикник по-кхмерски это как-то вот так. А вечером этого дня весь город высыпал на набережные, чтобы посмотреть самый длинный в моей жизни праздничный салют, который стреляли прямо с лодки в центре реки. Это такое необычное ощущение. Вон там за воротами виднеется тронный зал, где находится трон короля Камбоджи. И никого вокруг вообще. Вообще нету ни души. Интересно, такое бывает на Красной площади. Ни одного человека. А вот это место мне будет сниться по ночам. Это тот самый гостевой дом в центре Пномпеня, где я прожил большую часть времени из тех 2,5 месяцев, что провел в Камбодже. Когда я только забронировал там комнату и приехал, то все никак не мог понять, где жить-то. Здесь круглосуточный супермаркет. Но выяснилось, что проход к комнатам в глубине магазина, прямо на его задворках. То есть до стеллажей с вкусняшками было ближе, чем до собственного холодильника в номере. Картину нарисовали себе? Ночью сонный выходишь из номера, прошелся по рядам, набрав полные карманы, и, бросив через плечо «Запишите на мой номер, возвращайся к сериальчикам на ноутбуке». Эх. Но самые ценные воспоминания, связанные с этим местом, это мои друзья. Несколько иностранцев, которые тоже здесь проживали и собирались за стойкой у входа каждый вечер. С этими ребятами у меня связано множество историй. Днем каждый из нас занимался своим делом. Кто работал, кто изучал окрестности. А к вечеру, когда спадала жара, мы собирались все вместе у супермаркета, чтобы поболтать. А еще ходили вместе по музеям, гуляли по городу, танцевали в клубах, пели в караоке, играли в настолки и бесконечно общались. И частенько это затягивалось прям до рассвета. И доброе утро снова. Это третий рассвет уже в Пномпене. Я встречаю его с Мэрил, Сли, Уотсон и Чэд. Чэд, say hi. Это наш Хагрид. Так мы прозвали его в нашей компании. Добряк из Великобритании, какое-то время назад продавший дом у себя на родине и уже много лет проживающий то в одной азиатской стране, то другой. Мэрил. Филиппинская журналистка и активистка, дочь известного генерала у себя на родине, отправившаяся в годовалое путешествие по Азии, чтобы справиться с кризисом среднего возраста, найти себя и посмотреть мир. Это Таня. Вечная девушка, 50 лет, родом из Южноафриканской республики, покинувшая страну по каким-то мутным причинам и теперь много лет преподающая английский в школах у кхмерских детей. Андрей, младший.
Парень, который помолвился и после этого улетел на несколько лет в Камбоджу работать представителем российской фармкомпании. Днем договора и контракты, вечером тусы с нами, а по ночам скайп с суженой. Дженсен, еще одна филиппинка, примкнувшая к нам ненадолго. Любительница караоке и крепко выпить. Очень запомнилось ее тату с координатами могилы ее бабушки. Милена. Бразильянка, отправившаяся на несколько месяцев в азиатское путешествие с рюкзаком. Это редкие кадры, когда у нее в руках нет книг. So, Chad, how are you? Wonderful. Wonderful. Чет. Бэкпекер из американской провинции. Гремучее сочетание неформальности, странных тату и любви к природе и миру. Дома у него легальный бизнес по выращиванию и рассылке марихуаны. Он работает удаленно, пока изучает мир страну за страной. Андрей, старший. Собственно, человек, благодаря которому всегда ужинающие порознь постояльцы гестхауса и перезнакомились. У него какой-то проект в Шанхае, и он периодически прилетает в Камбоджу потусить. Однажды вечером он вынес бутылку виски и позвал всех за стол. Бэмби и ее брат Алекс. Хмерские подростки, любящие потусоваться с иностранцами. Алекс, как выяснилось совсем не сразу, девочка, которая ощущает себя мальчиком. Она это скрывает, одеваясь, и ведет себя как мальчишка. Сироп. Страннейший тип в парике, то ли из Украины, то ли из Израиля, тоже работает преподавателем здесь. Получил такое прозвище из-за бесконечных рассказов о своих любовных похождениях в азиатских странах, а также потому, что все просто прятались и расходились, когда он появлялся у отеля. Такой вот душный человек. Вот этот субтильный юноша – самый настоящий леди-бой. Парень на женских гормонах. Каждый вечер, идя на работу на улицу с проститутками, он приходил к нашей компании посидеть минут 10, надеясь, что кто-то здесь наконец так напьется, что обязательно воспользуется его услугами. И так здесь много кто зарабатывает. Думаю, даже не меньше, чем в соседнем Таиланде. Я вот вам сейчас рассказываю об этом и понимаю, что очень сложно донести эту атмосферу. Представляете, вы за много десятков тысяч километров от дома, и вокруг тебя замечательные и очень разные люди со всего света. Каждый со своей культуры. Так интересно было поднимать любую тему и тут же обсуждать ее через традиции всех стран мира, откуда у нас была компания. Бразилия, США, Великобритания, ЮАР, Камбоджа, Россия, Филиппины, Канада. Так здорово и естественно было тогда обмениваться опытом. Так, в один из вечеров я нагуглил, что в Пномпене есть русский ресторан, и решил их познакомить с нашей кухней и хорошенечко напоить. Окей, Филиппина failed this. 5 шотов водки и 3 шота самогонки, и Филиппины проигрывают. Короче, записываю специально, чтобы не забыть, как мы бухали с иностранцами в русском ресторане. Во-первых, их шокировало то, что алкоголь нужно заедать, потому что они либо бухают, либо едят. Во-вторых, их шокировало, что нужно говорить какие-то речи, то есть тосты их тоже удивили. И название салатов, например, их тоже удивило. Я им попытался перевести селедка под шубой, они сказали, а еще, может, у вас есть дельфин под горой, что-то такое. Hey, please say hi to my followers. Hello, followers. Возвращался из клуба ночью, и его окружили 3 леди-бой. Со всех сторон одна из них положила ему руку на пах, отвлекая, и остальные обыскали карманы, прыгнули в тук-тук и сбежали. Ушли карточки, долларов 100 с чем-то, какие-то документы. В общем, это прям проблема здесь. А они, в свою очередь, например, научили меня большому количеству сленговых словечек, которые есть в английском языке, но их не найти в словарях. Например, dog ear – это когда у листочка с бумагой загнан сверху уголок. Spooning – от слова spoon – ложка. Представили, как в ящичке 2 ложки лежат близко, обхватив друг друга.
Вот так же и парочка, лежа в постели, обнимая то с одной стороны друг друга, то с другой, занимается спунингом. Или вот, например, резкое слово «мастурдейтинг», не путайте с другим созвучным. Это когда вы специально наряжаетесь, выбираете место, куда сходить и выделяете этому время. Такое свидание, но с самим собой. Или вот классный термин «resting beach face». Не путать с poker face, это совершенно другое. Так вот, это когда у вас снаружи лицо такое грустное, иногда даже может быть угрюмое, но на самом деле вы просто выключили свои эмоции, и внутри вас все хорошо и замечательно, просто вы устали. В компании так бывает, частенько предъявляют: ты что такой грустный? Ты говоришь: да нет, все нормально. Они говорят: resting beach face. Или вот пара фразочек чисто британского сленга. Например, фраза «This is not my cup of tea». Дословно переводится как «это не моя чашка чая», а означает «это не мое дело, я не суюсь сюда». Или вот другая фраза «Shut up your cake hole», дословно переводится как «закрой свою дырку для булочек», а на самом деле это довольно грубое просто затыкание, типа «заткнись» или «помолчи». Еще больше интересных словечек и фразочек я расскажу в отдельной специальной байке автопутешественника, которую я вам настоятельно рекомендую найти у себя на канале, чтобы обогатить свой международный словарный запас. Однажды вечером мы чего-то засиделись у кого-то в номере, и Мэрил сказала, что давно мечтает себе поменять прическу и выбрить затылок. Сказано, сделано. Все тут же скинулись опытом и, раздавая наперебой советы, отправились в душ воплощать мечту. Да, это, безусловно, самые теплые воспоминания из Камбоджи. Когда у кого-то из компании начала подходить виза к концу, мы собрались небольшой группой и отправились на автобусе в соседний Вьетнам на пару недель. И я решил тогда, раз уж меня с машиной туда недавно не пустили, то посмотреть еще одну страну в компании новых друзей – отличная идея. Так, я оставил желтого на охраняемой платной парковке в Пномпене и, купив билет на международный автобус, отправился навстречу своей 41-й стране. Смотрите в следующей серии. Там же, в Хошимине, я записал замечательное интервью с Чедом, колоритным американцем, с которым мы провели вместе несколько недель. И если вам интересно, что означают его татуировки, как он спасает планету или чему учат детей в американских школах, рассказывая про Россию во Второй мировой войне, обязательно найдите этот выпуск с нашими беседами у меня на канале.